Привет, друзья! Сегодня в Германии обсуждают темы, которые касаются буквально каждого жителя. От роста расходов на поддержку семей до новых тарифов на транспорт. От проблем с интернетом у бизнеса до жарких споров в политике. Почему федеральное правительство тратит десятки миллиардов на детские пособия? Почему фирмы жалуются на цифровое отставание? Зачем повышают цены на билеты в Берлине и Бранденбурге? И что теперь ждет пассажиров? А еще неожиданный раскол внутри СДПГ, социал-демократической партии Германии, из-за запрета машин с двигателями внутреннего сгорания, дискуссия о налоге на наследство, падение акций китайских лабубу и планы канцлера Фридриха Мерца. Все это я разберу подробно и по порядку. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить только новые, последние события Германии и Европы. Итак, в Германии расходы на пособие на детей Киндергельд в 2024 году выросли, внимание, до 57,5 миллиарда евро, что на 2,3 миллиарда больше, чем годом ранее. Эти данные представило Федеральное агентство занятости. Рост связан именно с повышением размера выплат и увеличением числа получателей. Сейчас родители получают 250 евро в месяц на каждого ребенка. Эта ставка действует с 2023 года. Министр по делам семьи Лиза Паус отметила, что стабильная поддержка семей остается приоритетом правительства. Оппозиция напомнила, что важно сочетать помощь с программами занятости и образования, чтобы дети имели перспективы. Экономисты подчеркивают, расходы действительно значительны, но без них вырос бы риск бедности среди семей с детьми. А дальше новости Германии, которая вызывает серьезное обсуждение. Около 2/3 немецких фирм жалуются на то, что у них слишком медленный интернет. По данным опроса Института немецкой экономики, 64,5% компаний заявили, что слабое или нестабильное интернет-соединение серьезно мешает их работе. Особенно сильно проблема ощущается в южных и восточных землях Германии, где инфраструктура цифровой связи оставляет желать лучшего. В этих регионах предприятия чаще всего сталкиваются с перебоями в онлайн-работе, задержками при передаче данных и слабыми скоростями. Предприниматели говорят, что из-за медленного интернета страдают важные процессы, связь с клиентами, цифровые услуги, использование облачных решений. Это влияет на конкурентоспособность и рост. Правительство земель и федеральное правительство Германии Фридриха Мерца уже обсуждают меры, как усилить цифровизацию, расширить покрытие сети и увеличить скорости. Среди предлагаемых решений это ускоренная прокладка оптоволоконных линий, субсидии для сельских территорий и требования к провайдерам по качеству соединения. Компании надеются, что эти планы не останутся на словах, поскольку без качественного интернета невозможно эффективно работать в современных условиях, особенно в эпоху удаленной работы и цифровых технологий. И еще важна новость Германии, которая затронет интересы многих жителей. С января 2026 года проезд на автобусах и поездах в Берлине и Бранденбурге станет дороже. Пассажирам регионального транспортного союза придется заплатить примерно на 6% больше за билеты. Самые заметные изменения – это единый билет впервые превысит 4 евро. Раньше, я напомню, он стоил 3,8 евро. Также подорожает семестровый билет для студентов с 226,2 евро за полугодие до примерно 240 евро. Кроме того, региональный транспортный союз планирует отказаться от нескольких тарифов. Внимание! Ежегодных карт, 7-дневных карт, билет 65+ для пожилых и тарифов 8, 9 и 10-часовых, то есть утренних. Также будет упразднен тариф BC уровня. Те, кто ездит в зоне C и B, должны будут купить более дорогой билет ABC уровня. Стоимость социального билета S повысится с 19 до примерно, внимание, 27,5 евро. Изменения обсуждаются на заседании регионального транспортного союза VBB, которое должно утвердить новые тарифы. Далее новость, на которую стоит обратить внимание. Внутри СДПГ социал-демократов растут сомнения по поводу плана Европейского Союза запретить с 2035 года выпуск новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Эта мера вызывает у депутатов партии серьезные опасения за судьбу автомобильной отрасли, рабочих мест и климатических целей. Депутат Эстра Лимберхер, представитель консервативного крыла СДПГ, заявила, что европейские цели сейчас далеки от реальности.
Лимбергер считает, что необходима большая гибкость и прагматизм в отношении норм по выбросам для автопарков и штрафов. Депутаты также предупреждают, что если заводы закроются и производство уйдет в страны с менее строгими стандартами, то немецкая и европейская промышленность потеряют конкурентоспособность. Премьер-министр Нижней Саксонии Олаф Лис в своем документе под названием «Пакт за будущее мобильности 2035» с новым реализмом климатически нейтральной мобильности выступает за то, чтобы автомобили с двигателями внутреннего сгорания, особенно гибриды и модели с так называемым удлиняющим двигателем, были разрешены и после 2035 года. Олаф Лис также предлагает допустить автомобили, работающие на синтетическом или биогенном топливе, и ежегодно контролировать долю таких видов топлива в общем потреблении. Он считает, что электротранспорт на самом деле нуждается в поддержке, то есть инфраструктуре зарядных станций, доступных батарей и недорогого электричества. Но вызовом остается срок 2035 год, как его воспринимают многие представители социал-демократической партии Германии. Цель считается нереалистичной, без более гибкого подхода. В партии настаивают, что нужна технология открытости и пространство для переходных вариантов, чтобы не навредить работникам и промышленности. А дальше еще интереснее. Осенью этого года в Германии вновь активизировались споры вокруг реформы налога на наследство. Социал-демократическая партия СДПГ давно требует ужесточения, чтобы очень богатые семьи платили больше, а простые наследники были защищены. В то же время в Христианско-социальном союзе ХСС под руководством Маркуса Зёдера, премьер-министра Баварии, предложили реформу совсем другого направления – позволить федеральным землям самим устанавливать ставки налога на наследство и порог освобождения от налога. По его идее, в Баварии ставки должны быть снижены минимум на 50%. Канцлер Фридрих Мерц из Христианско-демократического союза ХДС категорически выступил против этой идеи. Он отметил, что текущая ситуация с налогом на наследство регулируется именно федеральным законом, и региональные различия могут создавать огромную несправедливость. Земли с более высоким уровнем дохода будут в выигрыше, менее богатые в проигрыше. Также в эту дискуссию вмешался и СДПГ, Социал-демократическая партия Германии. Генеральный секретарь СДПГ Тим Клёсендорф заявляет, что идея Зёдера – это снижение налогов по регионам, просто создает опасность налогового демпинга между землями. Некоторые депутаты ХДС, например, Денис Радке, предлагают компромисс, не менять радикально принципы сразу, но закрыть существующие лазейки, которые позволяют очень богатым наследникам избегать налогов. Пока нет единства ни в правящей коалиции, ни даже у ХДС, ХСС, обсуждение продолжается, осенью, возможно, появятся конкретные законопроекты. И это еще не все. Акции китайской компании PopMart, производителя фигурок, вы знаете, Лабубу, в последнее время заметно снизились. Возникает вопрос, сохранится ли интерес к этому бренду. В августе акции достигли исторического максимума, напомню, свыше 37 евро. Но теперь они упали примерно до 28 евро. Падение произошло после того, как аналитики из банка JP Morgan снизили статус акций PopMart и уменьшили целевую цену примерно на 25%. Для основателей и главы компании Ван Нинг это означает заметное уменьшение капитала, его состояние также сократилось на миллиарды долларов. Причина падения – рынок коллекционных фигурок сейчас перегрет, высокие цены перепродажи уже начали снижаться. На китайской платформе для коллекционеров Devo фигурки Лабубу дешевеют. В некоторых случаях цены упали более чем на треть. Компания признает, что объем предложений на рынке вырос, что делает товар более доступным, а значит теряется элемент дефицита, который раньше подогревал интерес. PopMart уже работает над тем, чтобы не зависеть только от Лабубу, планирует запустить новых персонажей, интерактивных и анимированных версий игрушек, расширение магазинов в новых регионах. Но эксперты предупреждают, что тренды в игрушках приходят и уходят быстро, и даже вложения не гарантируют, что популярность сохранится надолго. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.